Приветствую! Сегодня на моем канале, наверное, впервые будет распаковка вот такого вот инструмента. Это Klein Tools 6 в одном Impact Flick Socket Set. То есть такой наборчик. Давайте начнем. Самому интересно посмотреть, потому что много слышу о его возможностях, но еще ни разу не пробовал. Думал, будет очень неплохой инструмент именно для тех, кто носит с собой какие-то наборы инструментов. И нужно пользоваться, может быть, для выживальщиков, ну, городских, понятное дело, выживальщиков. Значит, что мы имеем? Так, тут пока читать не будем. Тут много интересного написано. Если кто желает ознакомиться. Будем смотреть. Значит, инструмент из себя представляет вот такую вот палочку шестигранную. Вот таким вот образом вытаскиваются все запчасти, кроме верхней, она вниз, по-моему, не вытаскивается, только вверх. Да. То есть мы имеем в наличии вот такую шестигранную палочку. Она такая интересно сделана. Тут имеем такие вот интересные элементы, такие выпуклости шестигранника. Здесь магнит. Это более новая версия. Есть старая версия. Чем отличаются сами головки? Вот здесь видим, что прямые углы, ну, параллельные вот эти части слева и справа. И потом здесь такой идет бортик. На более старых версий вот здесь такой скос сделан. То есть не параллельно, а немножко под углом слева и справа. Что это позволило? Позволило, что здесь меньше стенки стало, меньше металла, он легче стал. Но из-за этого, имея вот такой вот сантиметр, наверное, с чем-то расстояние, есть возможность залезть очень-очень какое-то узкое место. Давайте попробуем, интересно узнать, какое узкое место для, что у нас тут, семерка. То есть у семерки у нас внешне где-то 11, 10,8. У восьмерки внешне 12,6. Здесь точно так же головка, вот 10 на 12. То есть не 10 на 12, внешне 13,6. Достаточно прикольно. То есть если какое-то у нас узкое место, без проблем можно туда залезть. Чем еще этот наборчик прикольный? Как его совместить? Вот, например, если у вас есть ручка, и, соответственно, мы можем вот таким вот образом собрать наборчик. Так, залазь. Да, немножко надо силу применить. Можем, например, только 2. Можем весь набор. И у вас есть, например, какая-то ручка не такая простая, а более серьезная такая, в которой есть биты. То есть набор вот таких вот различных бит. Вот как здесь. Там 6, 8, 12 и так далее, то вы получаете очень такой интересный инструмент. То есть в одном флаконе у вас ведь такая плотная, хорошая ручка, и есть биты, и всегда можно любую биту достать и вот таким вот образом получить длинную отвертку. Причем тут такой интересный момент с верхней, что вот мы можем вот так вот, мы видим, там магнитик находится достаточно близко. И мы вот таким вот образом, ничего не выпадает, спокойно можем крутить что-либо. И здесь есть два положения. Вот есть более глубокое, видим, там магнитик уже ушел. То есть вот более мелкое, чтобы биту маленькую, короткую можем поставить. А есть более глубокое положение, в которое аж вот так бита влазит. Теперь она уж точно никуда не вылезет, ее даже просто так, ну, надо немножко так дернуть, чтобы ее достать. Это очень как раз прикольный момент. И вот таким вот образом, например, у вас в рабочем инструменте лежит
и у вас и отвертка, и биты, и все что угодно. Так, второй момент, что можем ставить в какой-то ударный инструмент или какой-то шуруповерт и получить вот такую вот насадку, для которой мы спокойно можем поменять биты на какие-то другие или иметь нужную головку вот таким вот макаром. И получаем очень удобную вещь. И главное же в наборе вот этом тот момент, что все эти головки ударные. Да, так плотненько висят. Все эти головки ударные. То есть мы спокойно можем ударный инструмент поставить. И, например, сделать... Так, вставляйте. Вставилась. И, например, в ударную дрель. Вот таким вот образом использовать. И без проблем что-то или открутить, или закрутить. Это, конечно, еще намного сильнее расширяет возможности этого инструмента. Единственный момент, который еще хотел уточнить, а сколько же она весит. Значит, кладем, получаем 121 грамм. В принципе, достаточно тяжелый, я сказал бы, в руках. Не знаю, возможно, для каждодневного ношения, если кому-то нужны вот такие вот элементы с собой, то можно, по идее, с собой положить. 120 грамм считаем какой-то средний мультитул, какой-то не сильно тяжелый мультитул или такой немножко тяжеленький нож. Но, возможно, кому-то так будет интересно. Так что, если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. Если есть вопросы по этому инструменту, задавайте в комментариях. Всем удачи!